Слоны – самые большие наземные животные в мире. Но за этими массивными толстокожими скрывается очень умное животное, известное своими необыкновенными талантами. Одним из самых замечательных фактов о слонах является то, что у них очень хорошая память. Например, они могут вспомнить события, произошедшие много лет назад. В 2009 году в лесах Районга в Таиланде был обнаружен больной слон. Он страдал трипаносомозом, паразитарным заболеванием, также известным как сонная болезнь, которая может быть смертельным. Это инфекционное заболевание в основном передается мухами ЦЦ и не является безвредным для человека. Когда в тот летний день слон бродил по территории, его заметила группа людей. Жители сразу заметили, что с животным что-то не так. Он бродил более или менее бесцельно и казался очень слабым. Понаблюдав некоторое время за животным, они решили обратиться за помощью. Они связались с Департаментом национальных парков, дикой природы и охраны растений. Эта организация специализировалась на спасении диких животных. Но слон был и для опытного ветеринара доктора Паттера вызов. Безобидный на вид и добродушные толстокожие могут быть весьма опасны для человека. Их большая масса и, что не менее важно, большие бивни представляют большую опасность. Паттер решил помочь бедному животному. Вопреки ожиданиям всех присутствующих, слон не проявил агрессии, когда ветеринар подошел к огромному животному. Может, он просто был слишком слаб и болен, чтобы дать отпор. Возможно, он также почувствовал, что ветеринар идет ему на помощь. Тем не менее, Паттер на безопасном расстоянии и выстрелил в слона дротиком с транквилизатором из своей винтовки. Затем он смог получить первоначальную картину ситуации. У слона была лихорадка, у него были отеки на лице, шее и животе, и он, по-видимому, был очень близок к смерти. У животного также были раздраженные глаза и судороги в ногах. Все участники знали, что необходимы быстрые действия. В противном случае у слона было бы мало шансов на выздоровление. С большим трудом и затратами они привезли животное, которое весило несколько тонн, в провинцию Лампарк, чтобы ухаживать за животным и реабилитировать его. После долгого времени надежд и страхов, Паттер и его команда стабилизируют животное. Слон был вне опасности и пошел на поправку. Они назвали слона Джамбо и заботились о нем каждый день. Они играли с ним и следили за тем, чтобы ему всегда было чем заняться и никогда не было скучно. Через несколько месяцев болезнь была окончательно побеждена, и гигант вернулся к своей прежней силе. Когда все было готово, сотрудники выпустили слона в дикую природу. Хотя они полюбили любящее животное, все участники знали, что это делается в интересах Джамбо. Тем не менее, сотрудники не могли не пролить слезу или две, когда животное исчезло в густых лесах Таиланда. Шли годы, а спасение слона-быка было почти забыто, но произошло то, во что мало кто поверил бы, если бы это не было заснято на камеру. Как доктор Паттер гулял в лесной местности Райгонга, он услышал характерный зов слона, жизнь которого он спас 12 лет назад. У каждого слона есть свой способ шуметь. «Я сразу понял, что это Джамбо», — объяснил ветеринар в интервью. И действительно, он услышал Джамбо. Когда мужчина узнал слона на расстоянии, он осторожно подошел к животному. Он не знал, как отреагирует, ведь у него не было контактов с людьми более 10 лет. Но радость снова увидеть тебя была слишком велика, и поэтому мужчина медленно приблизился к ней. Толстокожий. То, что произошло дальше, поразит вас. Сначала слон с удовольствием ел свою траву в присутствии ветеринара. Казалось, колосс не был впечатлен человеком. Но затем произошло нечто невероятное. Слон протянул человеку свой длинный хобот. Ветеринар был взволнован и протянул руку в сторону слона, так что он осторожно коснулся его хобота. Спустя 12 лет они воссоединились. Несмотря на это долгое отсутствие, слон узнал своего спасителя и поблагодарил его. История быстро разошлась по миру и показала всем, насколько умны и любвеобильны слоны. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.